Всем добрый день, обзор про Subaru Forester. Перед нами два Subaru Forester в кузове SJ. Обе мои машины, владею одной 3 года, другой 2 месяца. Обе турбовые машины. Тот, что синий, в комплектации STI, очень редкий. Таких машин всего 300. И только для японского рынка. В синем цвете их и то, наверное, штук 100. Всего я на японских сайтах увидел продажи STI в черном, в белом, один серый, ну и синий. Так, он весь в стоке. Тюнингованные диски стоят, стопы сзади. Ну и в принципе все. И обычный турбовый Forester 2014 года. STI 15, это 14. Тоже около максимальная комплектация. Тоже весь в стоке. Стоят только бочки Ганадоры. Их я поставил сам. Не понимаю, как можно вообще ездить на стоковых бочках. Установка из Ганадоров. Звук стал приятнее. Это комплектация Kia Skinny by STI. Тоже стоит выхлопная трасса тюнингованная, Kakimoto Racing, Regi 06. И центральная часть тоже Kakimoto. На сером просто бочки Ганадор. Так, ну различия в этих машинах, собственно, почему я стал записывать этот обзор. Потому что когда я его купил, многие мои друзья начали писать мне, типа, о, молодец, поздравляю, чем он отличается. Кто-то начал даже звонить. Ну вот, собственно, чтобы понять, чем он отличается, я и записываю это видео. Ну, во-первых, отличается он синим цветом. Очень красивый синий цвет, STI, только в комплектации TS. На простых фориках вы такой не найдете, если только ну, на заказ красить. Не знаю, насколько это обдуманное решение. Серый Forester тоже красивый цвет. Вот сейчас у нас закат, вон как он отливается, от него все отражается. Давно хотел эту машину в таком цвете, вот купил. Синий TS — это вообще мечта, наверное, всего детства, так скажем, когда был еще мелким, учился в школе. Всегда мечтал о синей Subaru. Вообще должна была быть VRX или STI, но так как наши дороги оставляют желать лучшего, я знал, что есть Forester. Купил Forester простого. В 2015 году первая Саша турбового. Теперь ездим на SJ. SJ объективно получше. Так, в передней части у обычного Forester так выглядит стоковая его мостик. Без всяких дополнений. STI, естественно, липка STI. И на ней вот такая вот импочка. Это подтверждает, что оригинал, а не какой-то там лепнина или китайская какая-то подделка, тайваньская почему. Ну и, во-первых, STI выполнен весь в антихроме. Все, что хромированное на этой машине, оно здесь либо черное, либо матовое. Если брать, например, вот эти вот штуки по порогам. Они здесь сделаны под алюминий матовые. Естественно, на нем куча всяких лейбочек STI. В передней части, по салону, сзади. Решетка отличается. Тоже вся матовая. В отличие от той, там вся хромированная. Красная строчка STI по решетке. Туманки поменял, наверное, сам владелец в Японии, не знаю. Там стоковые, желтые туманки. Дальше отличается литьем. Здесь стоковые на 18. Фирменные энки здесь. Сейчас я поставил рейсы 19 Волк Racing, но в стоке тут STI. Видео выложу, как он смотрится в стоке на STI. Там BBS уже стоят 19. Уши здесь обычный кузов, здесь черный. Лейбочка TS. Ничего нету. Также iSight той же версии, как и в этом, в обычном Forester. Так, в задней части у нас различия. Но, во-первых, это комплектация
ST обозначение. Здесь комплектация TS. Лейбочка STI. Установлен спойлер оригинальный. Он отличается от того, что многие ставят Тайвань углом наклона. Оригинал наклонен вот так, то есть без наклона. Те, что ставят тайваньскую подделку, ну не оригинал, так сказать, он наклонен вот так. И он теряется на фоне, особенно на черных форестерах. Просто непонятно, что там. Ты, конечно, понимаешь, что накладка, но не оригинальная. Так, еще сзади. Ну, понятно, стопы я установил сам. Эти мне больше нравятся. Спойлер сзади черный, тоже в стиле антихром. Правда, блестящий черный цвет. Установлены сонары заводские, выведены на бортовой компьютер. Бочки, как я уже сказал, Okimoto Racing. В оригинале тут стоит выхлопная система STI, ее нету, ну потому что она, во-первых, тихая, как Okimoto звучит получше. Но из этих двух систем мне все-таки нравится Ganador. Хоть там и одни бочки, но звучат они поинтереснее, особенно на ходу. Так, а здесь у нас что? Здесь просто со вкусом, без вкуса. Просто серый бампер. Брызговики. Ну, туда тоже можно установить брызговики. Да, вот такие стопы я себе установил, мне очень нравятся. Бегающий поворотник, как на Lexus. Ну, закос под Lexus, понятно. Еще в стоке в этой комплектации установлены тормоза Brembo с лейбами STI. Сзади 2 поршня. Здесь у нас, понятно, обычные. Спереди у нас 4 поршня. STI Brembo. Все в комплектации. Здесь у нас обычные. Ну, кстати, эти тормоза стоковые на SGF, на турбовых, очень хорошие. Особенно если стоят новые колодки и ровные тормозные диски, или проточенные, или новые, он тормозит вообще отлично. Ну, самая фишка, ну, это цвет синего STI. Этот цвет я всегда хотел. Машину в таком цвете. Лейбочки TS. Так, по салону у нас что? По салону тоже куча отличий. STI. Везде лейбы STI. Здесь у нас Алькантара, замша с красной строчкой. Салон вот в таком исполнении. Черно-красная кожа. Точнее, черная кожа с красной строчкой. Посередине Алькантара. В сидушки садишься и как приклеиваешься. Сидишь как влитой в них. Боковая поддержка тоже хорошая. Естественно, лейбочка STI на сиденье. Красная строчка на ручке переключения. Лейба STI. Красная подсветка, магнитола родная. Аудиосистема Sonic Decision. Бортовой компьютер. Здесь кожа мягкая, со строчкой, с черной. Ну, мне кажется, это накладка. Так. Потолок у нас черный, в черном исполнении. Очень красиво, очень стильно, прикольно. Места в Форестере также много. Несмотря на то, что это STI. Сзади у пассажира также черно-красная кожа, также замша, подлокотник, места очень много, черный потолок, диодные подсветочки, багажник тоже весь черный. Так, тут у нас также STI на подножках, регулировка, авторегулировки сидений, лейбы STI, руль у нас тоже STI с
Спидометр у нас STI на 260 километров. Бортовой компьютер уже в стиле рестайлинга с показанием турбины и с отсечкой по максимальному бусту. Так, все остальное. Вообще эта модель 15 год, можно сказать, переходная между рестайлингом и дорестайлингом. Тут много фишек. Например, вот эти штуки, кстати, они тоже, видите, матовые. Это рестайлинги, они хромированные. Кнопка STI, автооткрывание задней двери. Алькантара, красная строчка. Под алюминий, под черный сделано, очень приятно. Руль STI, полный мультируль, ну комплектация такая, они есть без полного мультируля. Черный потолок. Задняя дверь с автооткрыванием, автоматическая. Открывается как с пульта, так и просто с кнопки. Также и закрывается. Также черный багажник, весь салон черный. Так, а здесь у нас в салоне тоже около максимальная комплектация. Кожа комбинированная. Здесь полностью кожа, здесь перфорированная кожа, очень приятно, удобная. Также алюминий, серый цвет кузова. Но на других цветах в обычной турбоверсии она тоже серая, под алюминием. Там она черная. Так, здесь карбоновая накладочка. Там накладка черная в STI, здесь карбоновая. В стоке она просто серая. Как видите, здесь пластмасс, здесь накладки нету. Магнитолу установил сам, очень хорошая, китайская, не тупит. Bluetooth, USB, все дела, YouTube, музыку слушаем только там. Руль кожаный, руль в кожаной оплетке. Сидушки тоже очень удобные, тоже с авторегулировкой. Кожа и тряпка. И на мой вкус, и как я уже сказал, 3 года владею машиной, такое исполнение очень удачное, на мой взгляд. Потому что зимой подогревы спасают, понятно, а летом, если полностью кожаное сиденье, там обдува нету, насколько я знаю, и жарко. А тряпочка очень удобная. Алюминиевые также вставки под алюминий, пластмассовые вставки под алюминий. Селектор обычный, строчка серая, цвет салона, потолок белый у нас. Сзади много места. Также подстаканники, такие же, как и там. Кожа. Очень удобная. Тут у нас что? Тут у нас спидометр на 180, руль не мульти, обычный, Weibo Subaru. Бортовой компьютер такой же, но ключ пошел в сторону. В той машине лежит. Поэтому там ничего не видно. Регулировки нету по высоте и по автооткрытию задней двери. Накладка на педали алюминиевая. На обычном Форестере, на турбовых Форестерах, на всех алюминиевые накладки. Очень удобно. Так, авторегулировка. Что здесь, что здесь. Здесь обычные пороги, здесь, естественно, с накладочкой STI. Здесь еще в бардачке у нас Bluetooth, ой, не Bluetooth, в USB. На дорестайлинге, который обычный, на нем такого нет. Там просто прикуриватель раз, два и три прикуривателя. Ну, естественно, под лепестки подрулевые. На STI такая же штука, подрулевые лепестки. Так, сзади места столько же, как и
в обычном Форестере. Все примерно то же самое. Только здесь приятно. Здесь кожа намного приятнее, мягенькая такая. И красная строчка, ну и алькантара, все дела. А здесь кожа чуть-чуть погрубее. Ну, тоже очень хороший вариант кожи. Два до рестайлинга, оба в кузове SJ, 14-15 год, 15 STI. Чем он отличается по технике? В принципе ничем, двигатель тот же, FA20 турбовый. Единственное, что там стоит другая прошивка на STI, на синий. Так заверяют производители, ну то есть сама компания STI. На сером обычная прошивка, тоже заводская, но субаровская. По моему наблюдению, потому что я сам узнал, пользуюсь этими машинами и понял, на сером прошивка стоит, то есть в режиме Sport Sharp он тормозит двигателем автоматически, что добавляет адреналина, рев от мотора, круче звучит выхлоп, все дела. На STI такого нет. Я не знаю, почему они это убрали, с чем они боролись, но там такого нет. Он стал плавный, и в Sport Sharp он мотором не тормозит. Но, наверное, вся надежда на его тормоза, на Brembo. Почему так сделали, я не знаю. Еще отличается тем, что у серого нету дополнительного охлаждения, вот как можете видеть, его там нет. А у STI стоит дополнительное охлаждение на вариатор, вон там. И это они, видимо, сделали, ну, чтобы сберечь вариатор. Не знаю, насколько это помогает. Я не представляю где-то, что надо делать, чтобы вариатор перегрелся. Буксовать точно в нем в грязи не будешь. Ну, резко оттормаживаться и стартовать, но не знаю. У меня, по крайней мере, не такой стиль езды. Видимо, для этого. То есть по технике он отличается вот этими вот мозгами, прошитыми компанией STI. Здесь мозги обычные. Нету распорки. Здесь стоит распорка под капотом. Также у него куча распорок по днищу. Прошиты мозги вариатора. Ну, под днищу как, куча не куча, но они есть. Их отсюда не увидим, наверное. Надо залазить под машину. Все в пластике. Вот она, ее чуть видно. Вот она есть распорка. Таких 3 штуки. Вот по кузову. На обычном Форестере такого нет. И еще есть распорка подрамника. Вон есть распорка. Здесь такого нет. Так можете видеть, тоже полностью стоковый, ничего полностью подобного. А самая большая проблема, с которой столкнулась компания STI, когда Subaru им дали такой Forester, говорят, сделайте нам из него гонку, они за голову схватились и подумали, как же это сделать. Самая большая проблема, с чем они столкнулись, ну, судя из американских форумов, из информации в интернете, они не могли прям, как пишут днями и ночами, ломали голову, как же им вот эти тормоза, хваленные субаровские Brembo, заставить работать вот с этой системой iSight. Очень долго они не могли понять, долго мучились, но все-таки все работает, приятно тормозить. Они к этому пришли. Так, еще одно отличие, это стойки у нас тут STI, пружины STI, а здесь у нас обычные стойки. Соответственно, синий у нас на 2 сантиметра ниже, чем серый. Ну, в принципе, даже клиренс 20 сантиметров для наших дорог самых. Очень удобно ездить. На зимней резине он так и повыше, в принципе, чем на летней. И машина заточена под управляемость.
акцент этой машины TS ZSJ был направлен на то, чтобы сделать его маневренным. Короче, весь акцент на подвеску. Соответственно, и тормоза там крутые, и стойки STI, и занижен он на 2 сантиметра, и колеса у него шире и больше. Так, стемнело, и самое время показать одну из крутых функций Forester TS. Вообще я хотел покупать рестайлинговую модель после серебряного другого Forester. Я планирую купить рестайлинг, но TS это была мечта, я его купил, я этим горжусь, мне повезло. И у меня начали спрашивать, почему дорестайлинг? Ну, не те, кто не знает, что такое TS. Почему дорестайлинг? Типа, он же дорестайлинг, на рестайлинге новые фишки крутые. Надо было их брать. Ну, вот, собственно, одна из этих фишек. Сейчас я ее покажу. Мы поставили машину на сигналку с ключом. Идем к машине. Подходим. И загораются, просто мимо машины проходим, и загораются диодные обводы. Машина заглушена, с сигналки она еще не снята, а уже все загорелось, потому что вы со стандартным ключом приблизились к машине, и она вам освещает ваш путь. Сзади и спереди горят обводы в фарах и сзади. Очень круто, мне эта функция очень нравится. По истечении какого-то времени, или если вы удаляете машину, она отключается, чтобы беречь, соответственно, ваш аккумулятор. На дорестайлинге такой функции нету. Вот как ни крути, ее там нету. А на TS есть, потому что это топовая комплектация. Эта функция пошла на рестайлингах, когда загораются обводы при подходе к машине. Также загораются кнопочки по салону. Это очень круто. Также вы ее, когда ставите на сигналку, идете домой, она также вас сопровождает светящимися обводами фар спереди и сзади. Освещает вам путь. Вы от нее удаляетесь, идете домой, и, соответственно, она тухнет. Очень красиво. И мне это очень нравится. Все, покупайте. Вы подходите к машине, обводы у вас горят, приятно, машина выключена, без автозапуска, стандартная функция. Открываете машину, открываете дверь, и вот такое у нас приветствие. Это тоже прям вот то, что нравится. Я люблю все такие штуки, и это прям топовая штука. На других Forester такого нету. Эксклюзив. Такое приветствие. Subaru, STI, молодцы. Ну и, соответственно, запуск. Нажимаем на кнопочку. Уши раскладываются. Уши у него, кстати, тоже складываются. При постановке на охрану, на сигнализацию уши складываются. Это тоже есть такая фишка, на Форестерах идет с завода. Ну, то есть с Японии они с такой штукой приходят. То есть наша сигналка еще не стоит, но такая функция уже есть. Редкая, но она есть. Я привозил себе рестайлинг не турбовый, и там такая штука была. А вот наш дорестайлинг. Ничего не светится, вы с ключом подошли. Максимум там, по-моему, какие-то загораются в багажнике кнопочки или еще где-то, когда подходишь с ключом. Но ничего не горит. Открываем. Вот такой логотип Subaru. Приветствие. Welcome. Ну и все. Ну и запуск, соответственно, как на всех Subaru. Стрелочки бегающие, это мне тоже очень нравится. Так что вот так. Так что берите Subaru, покупайте Subaru, это очень хорошая машина. Дарят вам драйв, эмоции.
Так, ну что сказать, покупайте Форестеры, я ими очень доволен. 3 года на сером без проблем, масло, бензин, фильтра и все. Ну и колодки тормозные раз поменял. Ну на STI пока 2 месяца езжу. Естественно, в тюнинг деньги вкладываю, потому что, ну, хочется пока, не знаю. Ничего тоже не меняю. Так, из минусов, что вот на дорестайлинге на сером лопнула сидушка водительская. У всех они на около 100 тысяч пробега, лопается тоже, не знаю почему. Мутнеют фары, это вот еще один минус. Их надо постоянно то ли протирать, то ли полировать, или может бронировать. Дальше из минусов на сером. Около 100 тысяч клапанная крышка начинает чуть-чуть сопливить. И слабое лакокрасочное покрытие на сером, сколы в передней части. На синем лакокрасочное покрытие — это вообще просто жесть какая-то. Любой камушек сразу сколы, его скорее всего забронируют в пленку. Потому что, ну реально, такой красивый цвет, ездишь, душа радуется. Малейший скол, малейший камушек прилетевший, считай, все скол. На сером поменял колодки тормозные. Ну, можно было этого не делать, но заехал на серый, сказали, надо менять. Но остаток там был нормальный. После этого машина стала тормозить еще лучше. И проточил тормозные диски. Потому что это, в принципе, болезнь фориков. И торможение начинает бить руль. Просто либо ставите новые диски, либо меняете колодки и протачиваете свои стандартные диски. Все, больше минусов нету, одни плюсы за 3 года управления машиной. По синему владею 2 месяца, машина тоже аукционная, как и серая. Пока вложений никаких не было, только деньги в тюнинг, поменял колеса, ну, потому что так хотелось, стопы задние. Пока минус, который обнаружил, это руль, он очень скользкий, колеса большие. При рулежке приходится прилагать усилия. Ну и руль вытирается, соответственно. На синем пробег меньше, чем на сером, но руль потертый. Хотя машина тоже аукционная. И самая боль его — это слабое лакокрасочное покрытие. Малейший камушек сразу скол. Слой краски, я так понимаю, намного тоньше, чем на сером. Forester TS, особенно в синем цвете, очень редкая машина, всего их выпущено 300 штук. В России я так думаю, что это, наверное, единичный экземпляр. Есть вроде как на Сахалине в черном цвете TS, по крайней мере, видео продавался. Но там не совсем понял, он полностью антихром, весь черный, не совсем было понятно, фотки были только снаружи. Так скажем, подтверждающих прям фотографий не видел, но, скорее всего, это TS. Хозяин пишет и выкладывает фотографии, правда, картинки из интернета салона. Ну вот, я этот синий Subaru хотел всегда. Сначала мечтал о Impreza в RX STI с нашими дорогами. Понял, что это должен быть Forester. Ну и узнал, что есть вот такой вот Forester TS. Сначала хотел в кузове SH, но к этому не пришел. И потом понял, что SJ машина лучше, чем SH. Пересел на SJ, а потом узнал, что есть в кузове SJ TS. Но я понял, что он очень редкий, купить его практически нереально. Как-то отбросил эту затею. Но в итоге вот так получилось, что я все-таки купил его. Случайно, так можно сказать, получилось, и я решился все-таки купить. Машина мечта, машина сказка. Маленьким ребенком еще о такой мечтал. Ну вот, как говорится, мечты сбываются. Что мечтайте, у вас все получится.